Пираты-неудачники. Часть первая. После неудачного угона самолета два друга на какое-то время успокоились. Боб и Макс находились дома. Они увлеченно смотрели фильм про пиратов в Карибском море. Оба вдохновились новой идеей. Боб и Макс решили, что станут настоящими морскими разбойниками, будут грабить корабли и разбогатеют. Оба, не сговариваясь, представили себя морскими пиратами. Макс многозначительно произнес: «Круто! Я тоже хотел бы быть, как этот капитан, и иметь свою команду и корабль». Боб с расстроенным видом произнес: «Но у нас нет судна. Хорошие пиратские корабли в бутылках спрятаны». И тут он подскочил и радостно воскликнул: «Макс, я знаю, где много бутылок лежит. Их туда постоянно прибивает к берегу. Там целая куча. Идем поищем. Может, нам повезет, и мы найдем подходящий корабль». Макс посмотрел на своего друга и говорит: «Ты неисправимый тупица. Это в фильме корабль оказался в бутылке. А в наше время корабли на причалах в порту стоят». Боб с надеждой: «Тогда пошли угоним». Макс покрутил пальцем у виска и говорит: «Ты дурак? Мы уже пробовали угнать самолет. И что?» Боб: «Да, но корабли, по крайней мере, не летают». Несмотря на разногласия, Боб и Макс решили пробраться в порт и поискать подходящее судно. Они оба шли по порту. Боб посмотрел на огромный лайнер и воскликнул: «Вон тот!» Макс посмотрел в сторону лайнера, на который указывал его приятель, и сказал: «Боб, ты что, совсем того? Это круизный лайнер, и они тонут как мухи, то есть как титаники. Хочешь на корм рыбам пойти?» Боб: «А какая разница, на чем в море пиратствовать?» Макс: «Не, нам нужно судно попроще». И тут Макс увидел небольшую лодку. Он восторженно воскликнул: «Вот, это подойдет! Как раз для нас с тобой!» «Макс, ты гений!» – обрадовался Боб. Они проникли на борт лодки и собрались отправиться в море. Макс встал к штурвалу, представил себя капитаном пиратского судна и скомандовал: «Свистать всех наверх! Отдать швартовый! На абордаж!» И тут Боб нечаянно нажал на какую-то кнопку. Лодка завелась и на всей скорости поплыла в море. Макс крутил штурвалом то право руля, то лево руля. Лодка зигзагами шла по волнам. Боб от страха и огромной скорости ухватился за борта. Он раскрыл рот и кричал: «Макс, почему так быстро? Нажми на тормоза!» Макс продолжал воображать себя капитаном-пиратом, будто он в треуголке, а южный ветер бьет ему в лицо. Он, улыбаясь, крикнул Бобу в ответ: «Боб, ты все-таки полный идиот! Здесь нет дороги, и поэтому не нужны тормоза, это же море! Сегодня мы станем легендами морей!» Макс уже понял, как нужно удерживать штурвал, чтобы следовать прямо. С важным видом он держал его одной рукой. Скорость была большая, и от этого захватывало дух. Боб немного освоился на борту и встал вертикально. Он мечтательно сказал: «Ты думаешь, у меня получится носить треуголку, как у того капитана из фильма?» Макс покосился на него и говорит: «У тебя получится носить только ведро,
если оно упадет тебе на голову. Боб нисколечки не обижался на своего друга. Он лишь добавил: «Тогда я буду твоим боцманом, мой капитан». «Да, это тебе больше подходит, мой дорогой Боб». Но тут ветер усилился, волны стали сильнее. Боб запаниковал и, обращаясь к капитану, сказал: «Макс, что-то мне не нравится это пиратство». «Ты всегда ноешь, просто греби!» — крикнул ему в ответ Макс. «Чем мне грести, если у нас весел нет? Просто греби отсюда, только на нервы действуешь». Макс вжился в роль и ощущал себя крутым пиратом. Он раздавал команды налево и направо. И тут бац! Лодка резко повернулась влево, натолкнулась на риф и перевернулась. Боб и Макс оказались в воде. Макс в шоке. Он даже не понял, что произошло, и заорал: «Боб, ты идиот! Ты уронил нас в море!» Боб, не понимая: «А что я сделал?» «Ты отвлекал меня от движения. Вот я и не справился с управлением». Оба были в воде. Вокруг них плавали рыбы. И тут среди них появилась она, акула. Акула увидела двух идиотов и подумала: «Ужин сам плывет ко мне». Макс заметил плавник над водой и как закричит: «Акула!» Боб завизжал еще громче: «Гребем отсюда!» И тут начался заплыв на выживание. Боб и Макс гребли руками, ногами, в панике крутили ими в воде как могли. Акула плыла за ними с ленивым интересом и продолжала думать: «Подожду и посмотрю, кто из них первым выдохнется, того и съем». Боб еще раз крикнул: «Может, притворимся мертвыми?» Макс поперхнулся водой, но, откашлявшись, крикнул ему в ответ: «Если ты притворишься мертвым, она подумает, что ты обед!» Берег был еще далеко, но они не сдавались. Недалеко от берега их заметили два рыбака, рыбачившие прямо с лодки. Один рыбак сказал: «Смотри, два идиота в воде». Второй говорит: «Да, они обречены, за ними акула плывет». «Давай посмотрим, что будет дальше». Первый рыбак предложил: «Давай ставку сделаем, кто победит, акула или они». Один поставил $100 на акулу, а второй на двух неудачников. Боб и Макс финишировали прямо в песок, оставив за собой след в виде канавки, которая тянулась еще на 3 метра дальше от воды, вглубь берега. Второй рыбак подскочил от радости и выхватил у первого $100 из рук. Их лодка качнулась, перевернулась, и оба рыбака бульк в воду. Зная о том, что акула еще поблизости, они повторили заплыв Боба и Макса. Акула поплавала у берега и, потеряв к ним всякий интерес, развернулась и уплыла далеко в море. Она подумала: «Они слишком глупые даже для еды». Позже Боб и Макс сидели у себя дома. Когда Макс перестал трястись, он произнес: «Никуда больше не поплывем». Боб, у которого все еще стучали зубы, сказал: «Я еще чувствую запах акульего дыхания». Макс улыбнулся, но у него получилась не улыбка, а гримаса. Он тихо произнес: «Зато мы были пиратами и научились плавать». Боб, все еще стуча зубами, добавил: «И штаны не пришлось стирать. Я так крутил ногами, что они сами постирались». Макс, уже придя в себя, окончательно сказал: «И вообще, может, ну его этот корабль и это пиратство? Давай найдем что-нибудь попроще». Боб, наконец, перестал стучать зубами,
трястись и мечтательно произнес: «Давай угоним поезд!» Макс крикнул: «Боб, никаких поездов!» Часть вторая. Зеленые блины. После долгих размышлений Макс произнес: «Нам нужно попасть в армию. Там нас научат военному делу, а уж потом станем крутыми». Мечтательно завершил он свой монолог. Боб посмотрел на своего приятеля и поинтересовался: «А как мы туда проникнем, в эту армию? Снова залезем в окно?» «Боб, ты точно придурок! Не нужно никуда лезть. Мы добровольно пойдем служить по контракту». Боб и Макс записались в добровольцы. На учениях командир роты заставил их разобрать и собрать автоматы. Разобрать они еще как-то разобрали, а вот собрать обратно у них не совсем получилось. Много лишних деталей оказалось. Командир посмотрел на них и сказал: «Ох, с такими рекрутами у нас не армия, а цирк. Мы грабили казну, угоняли самолет, были пиратами, а вот цирк еще не грабили». Макс ткнул Боба в бок и говорит: «Заткнись, идиот! Кого ты в цирке собрался грабить, слонов, что ли?» Командир роты дал им наряд вне очереди. Они отправились на кухню. Им было приказано подогреть шпинатные блины на обед. Они никогда в глаза не видели таких блинов и даже не имели представления, как они выглядят. Макс подошел к повару и спрашивает: «А как они выглядят, эти блины?» Повар, заканчивая приготовление жаркого, выключил плиту и произнес: «Они круглые и зеленые, их надо разогреть на сковороде». Боб, услышав слова повара, задумался и через секунду, обращаясь к Максу, говорит: «Я слышал, как в спортивном зале парни говорили про блины». Макс: «Ну, значит, их надо найти и разогреть». И в этот момент повар куда-то вышел. И вот тут начался кошмар. Боб радостно воскликнул: «Макс, я вспомнил, где я видел круглые зеленые штуки. Похоже, это и есть шпинатные блины. Идем!» И они отправились на военный склад. Там в ящиках они обнаружили какие-то круглые предметы зеленого цвета. Макс покачал головой и говорит: это не они. Эти на ананас похожи, только маленькие, незрелые, наверное. Нам нужны блины, и они должны быть плоские». Боб наконец увидел то, что они искали, и воскликнул: «Нашел! Вот они!» Макс с удивлением произнес: «Какие-то они странные». Боб с видом знатока сказал: «Ну, армейская еда, она такая. Все в железных консервах. Ты что, забыл, как мы тушеное мясо в жестянке ели? А зеленые они, потому что там шпинатные блины, чтобы не перепутать». Они притащили мины на кухню, сложили их на плиту и на сковороду. Макс, поджигая плиту, с чувством выполненного долга сказал: «Сейчас подогреем блинчики для всех». Боб, улыбаясь, добавил: «Командир будет доволен». Огонь на плите загорелся. В этот момент на кухню зашел повар. Увидев мины на плите, он потерял дар речи. Глаза вылезли из орбит. Ему хватило всего несколько минут, чтобы схватить двух придурков за шиворот, выпрыгнуть в открытое окно и лечь на землю. Ба-бах! Произошел взрыв. Кухня взлетела на воздух. Сковородки и вся кухонная утварь разлетелись по всей части. Одна кастрюля упала прямо на голову командира роты. «Кто это сделал?» — закричал он на всю военную базу. Из-под завала выглянули испачканные в пыли Боб и Макс. «Командир, блины оказались просроченными, они взорвались!» — с виноватым видом произнес Боб. «Боб, мы с тобой оба идиоты! Похоже, мы блины перепутали!» Толкая в бок своего приятеля, сказал Макс.
Вся военная часть осталась без обеда и без кухни. Боба и Макса больше не подпускали ни к оружию, ни к складу. До конца службы они чистили картошку. Их командир, глядя на двух придурков, грозно сказал: «Вам нельзя доверять даже воду кипятить». Боб вздохнул и говорит: «Зато я теперь знаю, что в армии блины – это мины». Макс, продолжая чистить картошку, добавил: «Ну, в следующий раз будем внимательнее». «Какой еще следующий раз?» – крикнул командир. «Вам дадут белый билет и к армии не допустят даже на пушечный выстрел». Боб и Макс, улыбаясь, дочищали картошку на всю роту. Они даже не поняли, что сделали что-то не так. Для них это был обычный день в армии. Продолжение следует.